Здравия! В роликах расскажу про сбалансированный режим питания с полным набором питательных веществ. Я против совсем дешевой еды, хотя и там можно найти достойные продукты. Так что закупка тупо по ценам магазина «Пятер очка» нормальными продуктами. И если постараться, можно дешевле найти. А самое главное, не делайте культ из еды. Есть нужно то, что усваивается. И если мне сильно хочется тех же сосисок, то иду и покупаю их. А затем мы дружно вспоминаем, почему перестали есть эти помои. Организму требуется давать то, что он сильно хочет. Это легко понять по навязчивым мыслям, бродящим в голове с неделю, например. А теперь коротко предисловие. Как стал таким профессионалом в теме питания? Или как докатился до тотальной экономии? Ну, во-первых, у нас есть постоянный внешний фактор в виде плешивого деда, который никак не уйдет на пенсию. Эта машина опасна после 70 лет управлять, а якобы страной, видимо, нет. Лет 20 Мну был программистом, делал людям сайтики, но заработки были от кризиса до кризиса. И оглядываясь назад, это тупо потраченное время впустую. Денег не нажил. Плюс я же все делаю по совести, а надо делать галимый кал на потоке. Тогда есть хоть какой-то шанс на заработки. Последний раз дед вышел и сказал, что надо идти убивать родственников. И на этом все заработки в теме закончились. Даже строители сели плотно на жопы. А ведь у них там всегда есть деньги и всегда что-то хочется делать. Заначки сожраны, а все остальное бабло в крипте в минусах ждет альтсезона. А тупо уйти в рабство на завод здоровье не позволяет. Бывают только мелкие редкие подработки за копейки. Но так, чтобы взять заказ, уже все. За прошедший год предлагали всего один крупный, но головняк. И я в таких проектах уже плавал. Даже если заплатят много, то бабло размажется на месяцы. И в итоге ты просто пострадал фигней. И тема ютуба закрылась бы года на пол. Никаких вам роликов. Еще в том месяце приходил заказчик, точнее халявщик по жизни. Дал ему план, что делать и как делать. Короче, с неделю переписки. Потрахал мозги и даже за консультацию не заплатил. Но к его проекту надо отнестись с душой обязательно при этом. Таких полно, которые платить не хотят денег вовсе. Плюс не понимают трудозатраты. Часто идет тема, мол, сделай такую-то фигню. Но это же фигня. Ты соглашаешься, затем через пару недель: «Ой, Антон, что-то вы куда-то пропали». А ты им отвечаешь, что все еще делаешь эту фигню. Вообще тема эта бесячая. В принципе, рад, что этой иронией занимаюсь больше. Далее про заработки с ютуба. Один человек мне с темы компов задонатил. Еще один на бусти подписался с ролика по крипте. Про то, как биржи деньги отнимают и лимиты по операциям. Еще в приватке по крипте несколько человек. Я им благодарен, но заработки за пару лет деятельности копеечные. В роликах по праву несколько раз просил подержать штаны. Но, видимо, их смотрят в основном паразитические жлобы. Даже 100 рублей никто с этой темы не заслал. Чего? Боитесь переводить напрямую? Ну тогда есть бусти. Там можно подписку оформить или тупо разово задонатить. И забугрянные карты работают. Свифт не во всех банках заблокирован. Про донаты криптой уже молчу. Слишком сложно, видимо. Короче, вот мой путь бомжа, из-за которого пришлось продумать, как питаться дешево, но полноценно. Составил табличку, сейчас расскажу, что к чему, и может пару рецептов накидаю. На долгосрок покупаем. Первое, что нам требуется по жизни, это соль. Из-за недавних катастроф у нас на земле давление просело, и вымерли почти все люди ростом выше 3 метров. Остатки все с болезнью костей. Соль помогает компенсировать. Конечно, можно и дешевле соль купить. Полбанки на месяц выше крыши. Сахар к чаю и тому подобному. Месяца на 3 точно хватит, а то и более. Перец кайенский и как приправа для заживления ран. Отдельного ролика заслуживает. Банки на год хватит. Соевый соус по чуть-чуть можно для курицы, макарошки, каши добавлять. Месяца на 2 точно хватит, смотря сколько льете. Он получается, когда соевые бобы бродят. Усилитель вкуса. Теперь погнали к закупкам на месяц. Лавровый лист.
Его еще советуют замачивать минут на 15-20, чтобы он размяк и очистился от грязи. Кетчуп к макаронам, майонез, само собой масло для жарки. Если купить 5-литровую бадью, то это еще дешевле и хватит надолго. Теперь погнали к мясной продукции. И если кто с ума по ней сходит, то в пивнухах или алкашных магазинах сырокопченые колбаски бывают дешевые. Но понятно, что они из крысятины, скорее всего, но весьма вкусные. Той же яичницы можно брать, рублей по 100 на неделю хватит по одной. Что касается мяса в нарезку, сразу просто отходим от этого. Это очень дорого. Сосиски даже самые дорогие, просто отвратительное хрючево нынче. И они очень дорогие. И это в основном соя сегодня. Так сказать осторожно, там можно найти следы мяса. Проще уже соевого текстурата купить и сожрать за 50 рублей кило. Нечто подобное и подешевле можно найти в виде колбасы варенки, например. До 100 рублей. И точить с батоном всю неделю. Папа может, только не берите. Как-то брал на пробу из-за рекламы. Это просто блевотина, как они еще не закрылись. Так что берем исключительно мясо и рыбу. Пару раз в месяц едим форель. Она богата омега-жирными кислотами, и она дешевле других красных видов. Конечно, гораздо дешевле рыбину целиком купить и засолить самим. Диетическими являются курятина и индюшатина. Записал курицу целиком, но можно брать, например, крылья или бедра понемногу. Ну или еще чего захотите. Выйдет дешевле. А самые дешевые – куриные спины. Они очень жирные, после них много масла остается. Можно использовать для жарки других продуктов. Но как по мне, это изврат. Двойная жарка. Наболтал уже много, продолжим в следующем ролике. Всем добра, здоровья, процветания и денег.